3 месяца прошло с момента пересадки волос. Да, 3 месяца, и сегодня хочется поговорить о том, что вообще наблюдается на моей голове, что с донорской частью, что было пройдено за все это время. Напоминаю вам также о том, что в первом закрепленном комментарии есть ссылка на телеграм-канал, и, как оказалось, немногие знают о том, что еще есть чат нашего телеграм-канала, где вы, в общем-то, очень продуктивно общаетесь друг с другом и делитесь очень порой полезной информацией. Поэтому welcome to этот чат. В него можно вступить по ссылке, опять-таки, которая есть в первом закрепленном комментарии. Также в первом закрепленном комментарии есть ссылка на мой сайт. Скажем так, это страница, где, во-первых, если вы хотите поддержать канал, неважно, это 5 рублей, 10 рублей, 100 рублей или 1000 или миллион, с удовольствием, что называется, каналу вы этим поможете. Ссылка есть также в первом прикрепленном комментарии. Более того, для пользователей ТикТока, для пользователей Инстаграма также есть ссылки в первом закрепленном комментарии. Если в ТикТоке это будут короткие видео, которые обычно я выпускаю перед тем, как выходит видео на Ютубе, то есть это такая более оперативная, быстрая информация. В Инстаграме это в основном фотографии, больше, наверное, я буду как раз показывать фотографии с моими системами волос, чтобы вы понимали вообще как. То есть это не то, что фотографии я делал специально для блога, это мои личные фотографии, которые с фотосессий, с каких-то личных, обычных моментов, чтобы вы видели, как вообще мне жилось с этими волосами, как это все выглядит, натурально, не натурально, и видели это все со стороны. Более того, в конце видео я разыграю кое-что очень полезное, как мне кажется, поэтому досматривайте видео до конца и, что называется, участвуйте. Итак, прошло 3 месяца, и вот, оглядываясь на эти 3 месяца, что я могу сказать? Что, конечно, самое сложное время было, самый сложный период, это первые дни, первая неделя, особенно, я вам сейчас покажу просто, как я выглядел до операции, вот так, да, и как я выглядел после операции, вот так. И, конечно, в принципе, как мне кажется, до было лучше, и когда я столкнулся, мало того, что мой вид изменился к худшему, я распух, там появилась еще куча различных проблем, это нужно было сидя спать, там были боли невыносимые. Ну, кстати, как показывает практика, у некоторых вообще нет ни боли, у некоторых нет ни корок, ни опуханий, ничего. Такое ощущение, что как будто специально для блога мне это было дано пережить все, чтобы вас предупреждать уже об этом, и чтобы вы перед операцией, точнее к операции, были готовы и знали, что вас может ожидать. Вот, и, конечно, появилось множество всяких непредвиденных, да, моментов, которых раньше у меня не было в жизни. И, конечно, наступила хандра. Если кто-то не смотрел видео про хандру, обязательно посмотрите. Это такой период, когда ты приходишь вот в какую-то точку и понимаешь, что и начинаешь задумываться, правильно ли ты сделал, что ты пересадил волосы, нужно ли это было тебе. То есть вроде бы у тебя жизнь и так до этого была спокойная, размеренная, и ну, я могу говорить о себе, моя лысина меня уже не очень сильно и беспокоила. Я уже, наверное, просто к этому привык и принял себя. И вот в какой-то момент времени мне осенило, я пошел, сделал операцию. И особенно после системы волос, это, конечно, выглядело просто ужасно. И да, у меня тоже был этот момент хандры, когда я думал, блин, зачем я это сделал, тем более у меня очень ужасно выглядела донорка, она была красная, я не чувствовал кожу, то есть не было тактильных каких-то, то есть тактильно я не мог понять вообще, что я трогаю, как будто это был шлем такой, который еще в какой-то момент времени тоже ужасно стягивался и доставлял мне боль, то есть все это было. Потом, опять-таки, как зарастала донорская часть, она выглядела, как будто бы я, не знаю, покоцанная собака с улицы или покоцанная кошка, то есть как какое-то что-то было ужасное. Но, в принципе, вот то, что я рассказываю, это многие через это проходят, у некоторых, опять-таки, в каком-то проценте вообще ничего этого нет, достаточно быстро все заживает. То есть и вот это вот все было, это накапливалось, и
это вызывало определенную хандру и вообще мысли, зачем я это сделал, зачем я потратил деньги, хотя это совсем небольшие деньги, зачем я потратил время, зачем мне, ну, больше времени, то есть это тут не в деньгах дело, потому что деньги на данный момент это совсем небольшие деньги. Вот, особенно если сравнивать с моей первой пересадкой по фуд, которую я делал 10 лет назад, там за около 4000 долларов. Вот, поэтому, ну, были определенные сожаления. Что я могу сказать на данный момент? Также, кстати, хочу напомнить, что вы меня спрашиваете, когда начнется там выпадение волос, когда корки появятся, когда они спадают. Вот как по мере общения с вами, как показывает практика, у каждого супер индивидуально. То есть у кого-то вообще это практически нет, у кого-то это очень быстро может появиться, у кого-то позже, то есть у всех абсолютно по-разному. У меня корки появились сразу, они были достаточно долго, точнее как появились, они, конечно, не появились, потому что после операции остаются такие вот как определенные налеты, корочки, что ли. Вот, и как я тоже делал видео, если не смотрели, посмотрите, как я удаляю корочки, то есть вот моя, скажем так, мой лайфхак, который я нашел для себя, моя методика очень простого удаления этих корочек. Вот, потом, конечно, больше меня беспокоило то, что вот эти вот, мне не нравится, я уже во многих видео говорил о вот этих вот загибах, которые делают в основном всем практически в Турции. Также напоминаю о том, что я еду в Турцию, пока я буду в Турции, я оказываю услуги по сопровождению вас в клинике. То есть я буду вместе с вами, я вам помогу и с линией роста волос, я буду смотреть, как вам пересаживают, откуда, чтобы это было равномерно. То есть на все, что я смогу повлиять, я повлияю. То есть все там 8-9 часов я буду с вами. Но опять-таки даже элементарно такая психологическая поддержка, чтобы кто-то был с вами. Может быть, вам это не нужно. Мне, например, этого очень не хватало. И, как мне кажется, этот сервис, который я сейчас делаю, он очень полезен. И, как мне кажется, опять-таки он очень недорогой на данный момент. Поэтому, если кто-то едет, имейте в виду, что можете воспользоваться моими услугами. Ну и говоря об услугах, напоминаю также, что в первом закрепленном комментарии там есть мой сайт, страница и есть услуги, которые указываю для вас платно. Ну, помните также о бесплатной консультации, которую я даю абсолютно всем и каждому и помогаю вам сделать план, учитывая вашу ситуацию, причем этим план, скажем так, на жизнь, что делать с вашими волосами. То есть не на какой-то краткий промежуток времени, то есть, например, у вас есть там какой-то запас волос, и вы хотите все бахнуть сюда, а потом через какой-то промежуток времени вы опять полысеете или продолжите лысеть, а у вас нечего будет, например, брать. То есть это все важно, это должен быть определенный долгосрочный план. Вот, поэтому все в первом закрепленном комментарии. Идем дальше. Волосы у меня начали выпадать, шоковое выпадение волос где-то через месяц, у некоторых это начинается практически сразу, там через несколько дней. У меня началось это через месяц, но это было связано с тем, что я волосы и голову свою вообще не трогал, то есть я ее очень аккуратненько мыл. И то есть вот буквально, кстати говоря, как я сейчас вам покажу, как я с мочалочкой, на всякий случай продублирую, я уже делал видео о том, как мыть голову, но сейчас покажу немножко детальнее. Смотрите, обычная губка, это вот моя губка, которой я пользовался, вы выжимаете небольшую каплю шампуня, напениваете, пены получается очень много, и потом берете вот эту пену на себя, выжимаете, или даже снимаете просто с губки и раскладываете, что называется, пену по вашей голове. Это самая эффективная мойка волос. Это, кстати говоря, еще и продлит пользование вашим, например, дорогим шампунем или тем шампунем, который вам выдали в клинике, если он на самом деле хороший. И то есть мало того, что это экономит расход шампуня, вы аккуратненько относитесь к своей голове и к своим волосам и равномерно вот эту пену распределяете. Итак, в какой-то промежуток времени я смирился с этой линией волос, и в принципе она уже не так видна, нет такого контраста, как было раньше, потому что мне казалось, что это вообще тут будет торчать, потому что как-то очень, мало того, что это неестественно выглядело, да, и вот эта линия волос как-то очень контрастировала с другими волосами, да, еще здесь это все было красное, сейчас я вам покажу свою донорскую часть, то есть вот это все было красное, такое достаточно плешивое, но где-то через 1,5 месяца уже
во-первых, чувствительность начала возвращаться, потому что я смотрел, и некоторые ребята говорят, что чуть ли не год нет чувствительности. Нет, у меня уже через 1,5 месяца чувствительность вся есть, то есть я чувствую нормально свою голову. Донорка восстановилась, как мне кажется, она выглядит нормально. То есть иногда это видно на фотографиях и видео покраснения, но в жизни ничего этого нет. То есть все равномерно зарастает, чему я очень рад, потому что, как показывает практика, у некоторых ребят клиники просто нашаманили за огромные деньги, за 4-5 тысяч долларов, и испортили донорскую часть. И теперь кажется, что им нужно восстанавливать зону, восстанавливать волосы, точнее как-то пересаживать откуда-то теперь в донорскую часть, потому что там просто поставались шрамы. Про эти ужасные клиники я вам расскажу позже, но сейчас не об этом. По поводу волос, вот 3 месяца, я не знаю, насколько это будет видно, я специально сейчас не стригся несколько дней, не брил голову, то есть вот эти вот маленькие волосики, сейчас это начинает все быть видно, то есть они начали расти, то есть какие-то волосы выпали, не выпали до самого конца, то есть вот здесь вот какие-то волосы оставались. В основном, конечно, оставались волосы, которые у меня были еще после первой пересадки, они очень крепкие волосы, то есть и как я их не травил, что я с ними не делал, и системы, то есть все равно пересаженные волосы растут. Вот. А вот с вот этой частью у меня их здесь не было, поэтому, видите, здесь вот растут достаточно плотненько, это новые волосы, то есть, в принципе, я уже через где-то 2 месяца практически, ну не то что забыл о пересадке, но забыл, ну для себя это мое было, скажем так, такое решение. Я перестал пользоваться и относиться к голове, то есть как к какому-то объекту после операции, назовем это так, да, и просто начал вести свой обычный образ жизни. То есть я принимаю ванну, я, в принципе, плаваю в бассейне, хотя мне немножко говорили, но, в принципе, уже можно, да. То есть я вот могу голову свою спокойно тереть и делать, что хочу. То есть, по идее, мой обычный образ жизни вернулся, и я просто жду того периода, когда все эти волосы прорастут, начнут уплотняться, чтобы понять вообще, как это все будет выглядеть в будущем. Ну и, конечно, как я вам говорил ранее, я жду того момента, когда я их смогу сбривать и тоже пользоваться системой волос, чтобы вам уже показывать какие-то детали, как их клеить, то есть какие-то моменты, как это выглядит, как их причесывать, как делать прическу и все эти важные вещи. Еще, конечно, для меня все тот же эксперимент. Мне пересадили волосы еще на шрам. Пока сложно судить, есть они там или нет, потому что говорят, что на шраме это практически такая же ситуация, как на семечке. Нужно больше времени, чтобы они приживались. Но опять-таки там пока непонятно, растет что-то с этого шрама или нет. Ну, это будем уже смотреть позже, там, наверное, ближе, к году или хотя бы к месяцам 7-8. И об этом я вам тоже сообщу, растут ли волосы на шраме. То есть мне пересаживали еще волосы на шрам. Также я говорил вам ранее, что вот здесь у меня лысая часть, то есть... Кстати, по поводу клиники, где я делал, многие пишут, до сих пор продолжают писать, хотя я говорил уже во многих своих видео, не пишите мне, пожалуйста, с вопросом, где я делал. Я это объяснял, потому что не важно, где я делал, важно то, что вам подойдет. А то, что вам подойдет, вытекает из моей бесплатной консультации вам, когда я вам рекомендую, что реально какой вариант, какая клиника, какой доктор, какая методика подойдет в зависимости от ситуации именно вам. Вот. Но касательно моей клиники, то есть когда-то она мне казалась прям идеальной. Сейчас я понимаю, что если бы у меня был выбор, я бы делал операцию уже не там, а те клиники, которые я сейчас рекомендую. Какие факторы, что мне не нравится в клинике, где я сделал. Ну, во-первых, может быть, я сделаю, конечно, отдельный обзор про эту клинику рано или поздно, но на данный момент, во-первых, я начал замечать, что у меня здесь пересажены двойные графты. То есть мой драгоценный материал израсходовали так, как они мне сами говорили, не должно быть. То есть вот здесь вот по линии роста у меня встречались двойные графты, и я их просто выдергивал, чтобы они, не дай бог, там не проросли. Потому что двойные графты спереди, это выглядит ужасно. Вот у меня такие графты были. Вот, потом мне очень не понравилось, как мне рассадили волосы, потому что здесь сделали плотно, здесь тоже достаточно плотно, а здесь нет вообще ничего. То есть сразу было понятно, что клиника планирует, точнее хочет, чтобы я приехал второй раз.
На самом деле мне там как-то так и намекали, мол, ну второй раз же приедешь. Я, может быть, и не поехал бы второй раз, хотя, опять-таки, с моей 6-й степенью аллопеции, ну, по сути, да, нужно 2 пересадки. Но можно хотя бы первую пересадку было сделать так, чтобы, ну, уже выглядело неплохо. А у меня выглядит сейчас все вот так, сзади, сейчас я вам покажу. То есть здесь вот все лысое, здесь еще есть вот залысины, то есть они мне еще оставили какие-то странные полоски, лысые полоски, просто ужасные полоски сзади. Вот, не знаю зачем, точнее, теперь я знаю зачем, чтобы я приехал второй раз. То есть, ну, хорошая клиника, мне кажется, так не будет заинтересовывать своих клиентов, чтобы они приезжали второй раз. И есть тоже еще определенные моменты, которые мне рассказывали уже ребята, которые по моим же стопам захотели пойти в ту клинику, где я делал. Ну вот, слава богу, это было буквально немного, буквально 2 человека. После этого я стараюсь останавливать людей, чтобы они не шли пока в эту клинику, как минимум пока. Я поеду в Турцию, не знаю, с ними пообщаюсь, может быть, как-то дам им советы, что им нужно делать, но вообще относительно их у меня сейчас не очень положительные впечатления. И по тем моментам, которые я вам уже сказал, озвучил, и также заметил еще не очень хорошую штуку. Когда я начал отправлять к ним ребят, они начали накручивать цены, то есть давать цены не то, что ниже, а цены выше, чем их обычные цены, что просто возмутительно. Я об этом узнал достаточно поздно, ну, точнее, я не мог просто это перепроверить, потому что всю эту информацию от меня скрывали, я когда-то переспрашивал. Ну, рано или поздно, конечно, любые клиники, которые меня слушают, ребята, вся эта информация до меня все равно дойдет. Если вы обманываете меня, моих клиентов, мы об этом узнаем, и от этого будет только хуже вам, поэтому не делайте этого, пожалуйста. Вот, так что вот такие вот дела по прошествии 3 месяцев. Сейчас я могу точно сказать, то есть если бы у меня был выбор, да, и уже тот объем информации, который у меня есть, тот объем знаний, отзывов, живых отзывов о клиниках, я бы сейчас точно делал в других клиниках, а не в той клинике, где я делал. Вот. Ну что ж, давайте разыграем. У меня есть хорошая новость. Сегодня я подумал, что нужно сделать розыгрыш, и в розыгрыше будет ваучер на скидку 100 евро. 100 евро, причем эта скидка не просто так, как обычно это бывает. Там добавили 200% или добавили $200 или 200 евро и дали скидку 100 евро. Ну, то есть такое бывает, и сам такое, ну, не то, что попадался, но я знаю такие моменты. И это будет настоящая скидка, причем в одной из самых хороших клиник, которые сейчас я рекомендую. Для сравнения вы можете, я ее не буду называть, потому что, как вы помните, в моих видео, в моем блоге я не хочу никогда делать рекламу кому-то и оставлять, то есть, может быть, в будущем, но на данный момент такой рекламы не будет. Я не хочу оставлять название компании для будущего, потому что каждый момент времени я изучаю, что на данный момент лучше, какая клиника лучше на данный момент, потому что я уверен, через несколько лет, через несколько месяцев, возможно, я найду варианты, которые намного лучше. Но на данный момент есть клиники, которые вот именно я вам рекомендую. То есть это лучшее, что найдено на данный момент. То есть чтобы принять участие, конечно, вам нужно подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать видео, нажать лайк и оставить в комментарии ваше мнение, что, по вашему мнению, самое важное при выборе клиники. Потом просто рандомайзером я выберу победителя. Пожалуй, я это буду делать, наверное, каждую неделю. Ровно через неделю в телеграм-канале я напишу тот, кто выиграл 100 евро. Я лично свяжусь и дам вот этот скидочный ваучер на 100 евро. В этой клинике там фиксированные цены, как оно и должно быть, в общем-то, в любом медицинском учреждении, не на турецком базаре, когда вам там от и до пляшут цены. Мое мнение, что клиника, медицина должна быть серьезной. И если серьезный подход, то и также серьезное отношение к ценообразованию. То есть цены должны быть какие-то стандартные. Подписка, колокольчик, лайк и комментарий.
комментарий, что, по вашему мнению, является самым важным. На сегодня, пожалуй, все. Надеюсь, вам это было полезно. Теперь вы увидели, многие меня спрашивают, как у меня выглядит. Ну, на самом деле, ребят, я записываю достаточно много видео каждые 2 дня. И вы видите, как у меня все растет, то есть я ничего не скрываю, поэтому все это видно. Вот, кстати говоря, еще раз посмотрите на мою донорку. Видите, она уже вся восстановилась и как будто бы практически ничего нет. Ну, на сегодня это все. И увидимся в следующий раз. И что-то красиво.